Доброго времени суток. Сегодня постараюсь показать несколько интересных идей. Кому-то будет интересно, кому-то, наверное, нет. Вот в этой позиции ход черных, и я именно поставил позицию за черных, чтобы вам было как-то потяжелее найти идею, которая в этой позиции есть у черных. Я паузу сделал специально. CD4 и DE7. И вот эта вот жертва как раз-то, видите, она приводит к нужному для черных результату, потому что позиция похуже была. Если может не сказать, если вот не нашлось бы этой жертвы, что-то могло очень печально все кончиться. Основная идея, конечно, вот такая вот. И ничья здесь. Дальше давайте будем смотреть. Эти позиции все встретились в лидрафсе. А вот эта вот позиция, то есть было перед этим DE5. Она первый раз я ее встретил. Я думаю, что причем эту позицию встретил, по-моему, в Цукернике. В Цукернике это антология шашечных комбинаций. Есть такая идея симпатичная с тихими ходами. ЕД, ЖФ надо, ДЦ, то есть с угрозой получается. И вот основной вариант ДЦ7 в партии чуть по-другому было. И вот напали. И на ЕФ4 провели вот эту вот тактику. Понятно, здесь если HG3, наверное, даже, я думаю, что и GF2 тут, наверное, и возможно, что и другие ходы тут какие-то будут решать. Наверное, я вот хочу GF2 и сюда, такой ход делать. А, наверное, я думаю, честно говоря, что и так вот. BC и CB, то есть и вот это вот смертельные угрозы. Допустим, давайте я вот еще кое-что хочу показать просто. CB6 и вот эта тактика. Вот такая вот идея. Так, давайте дальше будем смотреть. Вот, позиция очень интересная. GH2 было. Вот я предлагаю пойти АБ2, дабы построить вот эту колонку. Сейчас я объясню, для чего она нужна. И вот на ЕФ6 именно вторгаться. Потому что на GH2 здесь я считаю, что позиция все-таки чуть-чуть получше у черных будет после FG5. Но здесь, естественно, нельзя, вот смотрите, тоже интересный момент, проводить комбинацию. На эту комбинацию всегда стоит обращать внимание, особенно если шашка вот на D2 есть. Здесь такая вот тактика назад. Контркомбинация есть. Так, а вот здесь вот давайте посмотрим. Если FE5, то HG7, интересный очень момент. То есть нападать, естественно, нельзя здесь. Потому что, так, вот нет, наверное, я не прав, кстати, с этой тактикой. Так, нет, GF6, да. GF6, это здесь там не выходит то, что я хотел, то есть не выходит, в принципе, тактика есть. И вот, так, побили на А1, на F8. Так, и FE7, вот, поймали таким образом дамку. Вот такая вот тактика. Я там чуть перепутал, но бывает. Так, назад чуть-чуть вернем позицию. И вот основную идею, что я вам хотел показать здесь, это вот такая мысль. Сюда. Нападать нельзя, сюда нельзя, в один ход нападать нельзя. Получается ход HG3, и вот здесь вот именно проводим вот эту идею. То есть сюда никуда не побьешь. А если бить сюда, то вот бьем сюда. То есть, естественно, если бьем сюда, давайте, может,
побили сюда. Вот такие вот идеи здесь, интересные достаточно. Так, что еще хотел показать? Да, вот хочу показать, почему ход сделали именно АБ2, вторгаться. И вот какие интересные позиции, давайте мы посмотрим. Они сводятся. И вот сначала давайте ЕФ6 посмотрим. Вот здесь вот именно кажется здесь, во-первых, есть, наверное, ход еще ЖФ6 какой-то. Но, наверное, вот смотрите, здесь в позиции очень много жертв будет. И далее чуть-чуть там жертвы будут. И вот здесь вот именно этот ход. То есть, видите, фиксация именно вот этой шашки H2. Не всегда она выигрывается. Потому что вот видите, шашка не играется, и поэтому не всегда выигрывается даже с лишней шашкой эти позиции. Допустим, CD. Ну вот CD6 я пошел. То есть позиция такая интересная, но вот слабость, реально показана слабость шашки H2, видите, которая не выведена. То есть она зависает. Ну, здесь надо как-то играть, давайте не будем эту позицию смотреть. Но здесь ничейная она позиция. Вот я лично не вижу, чтобы что-то с лишней шашкой, допустим, могли сделать белые в этой позиции. Так. Вот еще ход GF. Сейчас я еще вам кое-что хочу показать. Вот кажется, вот мне казалось, что EF6 ход есть, но здесь проблема вот в этом ходе, и ничего я не вижу. Все очень плохо, но давайте вернем назад. Какая у меня именно мысль была? На DC3 провести комбинацию. Но DC3 понятно, что плохой ход, то есть надо пойти просто FG5, но DC3 вот эта вот комбинация была. Я вам показываю просто все идеи. Возможно, что в другой трактовке, когда вот этого хода FG5 не будет, то есть может вот так вот держаться позиция достаточно хорошо. Так, далее. Вот эта вот позиция очень интересная с жертвами, как я вам уже говорил. С D4. Опять шашка вот эта вот висит на G3. И кажется вот здесь вот, что шашка на D4 как-то должна проигрывать. Давайте вот все продолжения рассмотрим. То есть и грозит потом. То есть вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно абсолютно в этой позиции. Надо просто попадаться на комбинацию. И вот играть это продолжение, в принципе. То есть здесь ничего не видно. И далее, так, давайте я верну здесь чуть-чуть. Опять кажется, что вот этот вот ход выигрывает, но находится, смотрите, вот этот вот ход. Опять черные, заметьте, очень важный момент в том, что черные играют без шашки, но ничего абсолютно, я считаю, что у белых нету. Допустим, на BC3 я сюда просто хожу, то есть на этот ход я просто нападаю. И получается ничего нету, то есть ничейная позиция. Также BA3 здесь, на BA3, AB6 просто. Ну вот, в принципе, тоже ничейная позиция. FE, наверное, надо ходить и FG5. Вот такие вот идеи, видите. С одной стороны лишние шашки, либо нападать сюда ничья, то есть после CB6. Либо второй момент, мы нападаем сюда и опять вот с лишней шашкой играют белые, но ничего абсолютно нету. За счет того, что шашка вот эта вот зависла на G3, видите, колонка не работает абсолютно. Так, куда-то еще, где-то здесь я еще хотел что-то показать. Так, наверное, не так. Ну вот есть наиболее вероятный вот такой вот момент здесь в этой позиции. Но здесь, конечно, после этого хода здесь преимущество у черных. Итак, давайте дальше посмотрим. Здесь такая быстренькая позиция, опять показываю за белых. Белые ошиблись
играя на понятно, что надо было на c3 играть здесь, ну и продолжать игру, то есть черные пытаться будут фиксировать вот эту группировку, белые как-то развязаться и занять центр, но последовал ход на c5. Скажете, что нет в этом ходе логики, и я думаю, что вы чуть-чуть не будете правы. Игра решила в блиц, и я вот попытаюсь, давайте, как-то войти, не знаю как, но в мысли игрока, который играл белыми, и я, давайте, покажу, что он, наверное, хотел. Так, DE7. Вот это вот так. Вот эта тактика есть. Я не знаю, к чему она ведет. Кстати, ни к чему хорошему не ведет тактика, наверное. Так. Здесь ловили. Да, наверное, может даже и этого момента, я честно скажу, вот видел он этот момент или не видел. Потому что как-то, если вот этой тактики нету, то позиция нехорошая. Да, нехорошая. Почему он тогда... Вот, наверное, он и этого, кстати, не видел. Но давайте я постараюсь показать, что он видел. Смотрите. Я думаю, на всякий случай, что он видел. Вот эту, я думаю, что тактику, но она тоже вроде бы не выигрывает при правильной игре, я думаю, за черных. То есть компьютер, на всякий случай, показывает ничью. Здесь я уже посмотрел, тут не дрался, но компьютер. Но... Конечно, видите, не посмотрел, думаю, что он даже DE7. То есть, а вот на c5 простой ход. cd6 простой и эффективный. То есть, и ничего нету, в принципе. Они вообще тут отдали вроде бы шашку. А сюда вот решает вот эта идея просто. То есть, с ловлей дамки. Ну, вот такая вот мысль. Я думаю, что ошиблись, думали один вариант только просматривали, вот этот вот. И вот такая вот ловушка. Там кажется, что хорошая позиция очень у белых. Но я думаю, что, вот честно говоря, что видели только они вот этот момент. Именно за черных, что может F7 и так далее. Даже не видели, я думаю, что вот этого момента. Потому что здесь дамка ловится, видите. Вроде бы попадаем, но в дамке, дамка ловится. Так, дальше здесь я вам сейчас покажу маленькую комбинацию. GF6 вот было в партии, да. А на BC7 есть комбинация. Есть комбинация, очень много шашек отдают. И, скорее всего, она не выигрывает, но есть комбинация. EF. Идея простенькая, но комбинация есть. Я считаю, что вам будет интересно. Ну, вот такая. Почему не выигрывает? Скорее всего, вот как-то играть. Вот это вот я здесь, в этой позиции, покуда я сильно не вижу что-то. Возможно, что-то проанализируется с компьютером. Ну, давайте не будем драться. Главная идея, в принципе. Ой, вот интересная позиция возникла такая в конце. И тут чуть-чуть такие вот, они, скажете, очень простенькие. Да, очень простенькое все, но незаметное. То есть здесь АБ2 было, вот в партии АБ2 было. И пошли ДЦ5, тоже вот этот АБ2 плохой ход, ДЦ5. Ну и просто напали, и ходов-то нету, собственно говоря. Видите, вы проиграли так. Но после АБ2 была ничья вот это. То есть, видите, просто отдали, просто не видели. Может даже вот это неожиданная отдача чуть-чуть. Хотя, видите, совсем простая в два хода. Неожиданная отдача, но она дает ничью. А надо было ДЦ3. Вот давайте некоторые моменты посмотрим. Так. И вот видите, выжидают просто и выигрывают. Вот так вот. Далее АБ6. Вот интересно здесь АБ6. Б опять вроде как и нужно. ЖФ2. Угрожаем отдать одну победу 2.
опять здесь, кстати, комбинация есть, но она плохая. Понятно, что она плохая. А вот следующий момент есть. CD4 тоже, ну и ходить некуда. Белым. Ну, черным, я извиняюсь, ходить некуда. Белый ходит CD4. И последняя на сегодня идея. Такая вот интересная позиция. Была в партии DC5. Давайте посмотрим чуть-чуть другие моменты. FE7. Здесь, если CB2 ходит, то как бы вы походили? Я вам даю тут пару секунд подумать. BC5. И вот здесь в чем проблема? Удар с CB6. Я хочу провести удар с CB6 дальше на CD4. Опять удар CB6. Вот этот вот удар. Дальше BC5. Еще что я тут упустил? Так, B3 смотрели. Ну, не знаю, наверное, уже ничего не упустил. Но вот видите, BC5 и так вот. Непонятно, что делать белым. Потому что дырка есть, нападать нельзя. На B3 опять вот эта комбинация. Так, CB2. А, вот здесь вот, да. Интересный ход FE7. Ну, надо было, скорее всего, вот этот вот ход сделать. Тут вот интересные варианты будут. Сейчас мы посмотрим. Так, CB2 я уже сказал, что BC5. А вот остается ход DE5. BC5, смотрите. CD4. И вот мы начинаем потихонечку нападать. Не такая простая позиция. Здесь кажется, что позиция, кстати, совсем плохая у черных. Вот смотрите, надо АБ6 ходить. Опять на этот ход. На этот ход есть. Так, здесь АБ6 есть просто. Просто АБ6, а есть и тактика. Есть и тактика. FG3 и АБ6, естественно. АБ6, ну, проще АБ6, конечно. Да, что-то я ушел в тактику здесь. Вот смотрите, какая идея есть у черных. То есть, ну, вроде бы все очень плохо. Все очень плохо, но здесь вот опять спасает тактика и BC5. То есть, я грожу отдать. Нет, какой-то тактический момент был. Да, вот интересно, если бы там шашка на B4. Ну да, там не получается, вот когда отдать много, к сожалению, не получается. CD4, ну вот здесь вот EF6. Вот такая вот позиция получается, видите? Тоже жертва шашки и BC5. И ничего нету, в принципе. Ну вот такие вот позиции сегодня. Кому-то было интересно, наверное, кому-то не очень. Но, тем не менее, думаю, все, что показал, было полезно. И до новых встреч. Анализируйте, как я уже говорил, больше без компьютера. Добавляйте нейронные связи в нашем мозге. И до новых встреч, естественно.